День 1617, Алекс на связи. Конечно, чтобы понять, нужен ли умный дом и как его сделать, сложность возникает только в том, что обычно приобретаются устройства, которые на слуху, которые рекламируются, или то, что в магазине там предложил купить продавец, и вроде обычно соглашаешься, и потом долго думаешь, что же тебе все-таки продали. Даже, например, при ремонте или проектировании ремонта дизайнер или архитектор, они, конечно, там продумывают, какие устройства должны быть установлены. И при монтаже, конечно, там электрик не будет связываться с каким-то непонятным китайским устройством, а все-таки будет предлагать то, что он обычно использует, какое-нибудь надежное, какое-нибудь от известного производителя. И, конечно, если какое-нибудь китайское решение ему предлагаешь, то очень сложно будет уговорить проектировщика сделать нужное устройство и его как-то сразу устанавливать. Ну и потом все равно возникает вопрос, а кто же это будет все настраивать, какими приложениями нужно будет пользоваться. И тут уже нужно, видимо, все равно обращаться к определенным людям, которые умеют это делать, делали это, и они будут предлагать именно свои решения. Из-за всего этого, конечно, умный дом, он очень медленно продвигается, и очень мало желающих его внедрить. И даже если есть желающие, то на этапе разговоров быстро потеряется такое желание. Потому что все-таки это еще что-то новое, неизвестное, непривычное. И можно, конечно, подождать лет 50, и потом, когда все станет привычным и известным, и отлаженным, и можно будет просто, там, покупая квартиру, придешь там к какому-нибудь проектировщику, архитектору, скажешь: ой, хочу новый дом, типа умный сделать, и он тебе там автоматически сразу все включит и посчитает, и все устройства будут умные, они будут как-то между собой интегрированы, будут использовать какой-нибудь протокол Matter или какой-нибудь, который сейчас только еще на уровне рекламы фактически идет. И, конечно, так можно сделать, но я не планирую и не собираюсь ждать 50 лет. Поэтому я все-таки решил пойти своим путем и делать умный дом самостоятельно. Ну, а отдавать каким-нибудь профессионалам, интеграторам миллионы рублей или других денег, конечно, совсем не хочется. В принципе, там ничего такого хитрого нету, и всегда можно разобраться, можно изучить технологии. А если что-то не знаешь, можно найти в интернете и прочитать. Это, в принципе, все не очень сложно. И точно будет полезно, и не стоит тех миллионов. Разные производители, они, конечно, не сильно заинтересованы в том, чтобы как-то облегчить жизнь потребителю. Все-таки у них цель побольше продать и как можно дольше это продавать. Поэтому все экосистемы готовы, они нацелены на одну простую задачу. И вряд ли когда-нибудь в ближайшее время производитель предложит какой-нибудь там полный комплект всех устройств, они будут интегрированы, будут автоматически между собой связываться, там какой-нибудь выключатель будет автоматом видеть лампочку, и все будет управляться сразу из коробки. Это маловероятно. Даже сейчас, когда продают шлюз, конечно, он не настроен и не включен, то есть все равно нужно установить будет приложение, привязать этот шлюз к этому приложению и завести там аккаунт в этом приложении, потом взять каждую розетку или там выключатель или датчик или кнопку, все это настроить, между собой связать, лампочку привязать и потом написать сценарий, который позволит этим всем управлять. Хотя могли бы вполне сделать так, чтобы этот шлюз сразу все эти устройства между собой видел, были бы какие-то уже сценарии преднаписанные, и нужно было просто либо их активировать, либо просто кручиваешь лампочку, куда-нибудь приделываешь кнопку, и все начинает автоматически работать. А еще производители любят делать так, например, там Xiaomi там очень долго выпускал в квадратных подрозетниках выключателей, и, конечно, таких подрозетников у нас нет, и непонятно, что их останавливало для того, чтобы сделать нормально
подрозетник уже круглый, ну, технически это не так уж и сложно, потому что другие производители, например, Туя, уже, ну, это не Туя, а другие производители, которые поддерживают Туя, они уже, в принципе, делали и с круглыми подрозетниками, и нисколько не было это каким-то сложным вызовом. И даже, например, там производители другие делают там разных цветов устройства, и золотистый, и серый. А в Xiaomi они, например, делали белый, и если хочешь другой, то уже не найдешь. Вот. А потом делают, выпускают какое-нибудь устройство, там, не знаю, в золотистом цвете, и говорят, вот новинка, иди покупай заново. В общем-то, конечно, это все ходы эти понятны и известные, и, конечно, ждать какого-то решения комплексного с большими вариантами выбора разных цветов или разных там этих же подрозетников или способов подключения, ну, от таких производителей очень долго придется. Ну и, конечно, если взять обычное устройство, какой-нибудь кондиционер или телевизор, то проблемы нет в том, чтобы поделиться этим, я не знаю, пультом от телевизора с другими жителями дома. Ну, нужно просто там дать его или научить пользоваться голосовым ассистентом и сказать, какие команды произносить. И это, в принципе, не очень сложно. Но если это какое-то решение от какого-то нового производителя, то все равно там придется, чтобы тот, кому надо пользоваться этими устройствами, должен поставить себе приложение такое же, завести в этом приложении аккаунт себе, и в нем уже там, в принципе, настраивать и управлять этими уже устройствами можно будет. Ну и реально остается только один способ, это разбираться во всем этом самому и использовать универсальные решения и строить умный дом своими силами. Например, если приобрести мини-ПК, на него установить необходимый весь софт и, допустим, использовать датчики, подключенные к этому мини-ПК, например, на Zigbee, то можно быть уверенным, что ни при каких обстоятельствах вдруг этот мини-ПК или это устройство не перестанет работать. То есть можно быть уверенным, что это решение проработает очень долго. Ну и, наверное, самое важное, то, что таким умным домом смогут пользоваться и гости, не надо будет устанавливать никакие дополнительные приложения. Ну и даже при желании, если этот умный дом можно будет продать, если дом или квартира будут продаваться.